Привет! Ты когда-нибудь мог себе представить, что у самых доступных беспроводных наушников компании Xiaomi будет быстрое подключение к смартфону просто по открытию крышки зарядного кейса, которая до кучи будет сопровождаться добротной анимацией в духе яблочных AirPods. Помимо всего прочего, наушники будут оснащены датчиками автопаузы и сенсорным управлением. Перечисляя все это, мне и самому не верится, что сейчас я описываю обновленные наушники Redmi AirDots или в моем случае Mi True Wireless Earbuds Basic 2S. Именно так в международном исполнении называется данная модель. Но как по мне, все озвученные сейчас функции должны были присутствовать еще в прошлогодней модели Redmi AirDots S, но увы, их минорное обновление лично меня не смогло тогда удивить. То ли дело модель 2S, здесь ребята из Xiaomi постарались, и у них в целом все получилось. И вот в сегодняшнем своем видео я тебе подробно расскажу, что из себя представляет эта новинка. Поставляются наушники Redmi в стандартной картонной коробке, только на этот раз выкрашены в бордово-белые цвета. И вот что лично меня порадовало, так это надписи на ней на русском языке. Довольно редко из Китая можно получить такие локализованные экземпляры. Внутри у нас все по классике Redmi AirDots. Кейс с наушниками, комплект сменных амбушюр и мультиязычная инструкция по эксплуатации, в которой, как нетрудно догадаться, русский язык также присутствует. А вот зарядный кабель так по-прежнему и не кладут. Не то чтобы меня это сильно расстроило, но он ведь копеечный, да и места в коробке предостаточно. Эта их политика экономить на спичках, как по мне, весьма странная. Ну да ладно, двигаемся дальше. Зарядный кредл в сравнении с предыдущими поколениями немного прибавил в размерах и в весе. Но это даже хорошо. Пластик теперь везде здесь толще и уже не такой дешевый, как был. И вот наконец-то первая хорошая новость. Интерфейс зарядки теперь USB-C. Разъем находится на прежнем месте, на задней стороне корпуса под петлей. Тусклый индикатор состояния спереди так и никуда не переехал и горит лишь во время подключения кейса к зарядке. Кнопка активации и сброса наушников до заводских настроек как внутри, так и снаружи корпуса отсутствует. Следующая важная и нужная опция — это всплывающая анимация во время подключения наушников. Данный процесс теперь происходит по открытию крышки кейса, и эта анимация не только красивая, но и информативная. На всплывающем окне в процентах отображается информация по оставшемуся заряду как наушников, так и кейса. Этого очень многим не хватало, да даже не многим, а скорее всем, ведь раньше узнать эту информацию было невозможно. Разумеется, у данного действия есть ограничения. Работает такой быстрый коннект только на смартфонах компании Xiaomi, которые обновлены до последней версии прошивки. Но если у тебя все работает, то будет работать безукоризненно. По крайней мере, у меня с Poco X3 NFC проблем пока не было. Габаритные размеры кейса по длине, ширине и высоте составляют 64 на 44 и на 31 мм соответственно. Вес с наушниками внутри получается 45 грамм, без 36. Емкость встроенного аккумуляторного блока теперь здесь 600 мАч, а каждый наушник оснастили АКБ на 46. Таким образом, на 5 циклов полной зарядки должно по идее хватить. Но на кейсе в этот раз инженеры не остановились. Приличные изменения претерпели и сами наушники. Первое и одно из самых важных — это сенсоры вместо кнопок. Понимаю, что кому-то механика заходит больше, но увы. Теперь управление функциями мультимедиа посредством касаний пришло и в Redmi AirDots. Однократный тап по любому из наушников во время воспроизведения музыки отвечает за плей-паузу, а по тому же действию при входящем звонке можно ответить на него или положить трубку. Двойным касанием можно позвать голосового ассистента, а на тройное зашита активация игрового режима с низкой задержкой. К сожалению, на удержание пальца на сенсоре никаких функций, кроме отклонения вызова, не назначено. Скорее всего, разработчики хотели сделать универсальными оба наушника, чтобы пользоваться ими можно было по отдельности, ведь главного в паре нет, и такой сценарий вполне имеет место быть. Что же до игрового режима, про который я уже упоминал, то в моем тесте по данной дисциплине получились следующие результаты. В PUBG Mobile интервал задержки составил 180-220 миллисекунд, что на данном этапе моих замеров я считаю вполне хорошим результатом, ведь на слух уловить такое отставание довольно сложно. Чтобы это заметить, нужно стрелять одиночными очень медленно и сидеть вслушиваться. В принципе, нечто похожее получилось и в Call of Duty Mobile. Здесь задержка составила уже 220-260 миллисекунд, что в отличие от PUBG немного больше, но все еще сильного дискомфорта в игре не доставляет. Ну, по крайней мере для меня, как просто любителя, а не профи. С ютубом ожидаемо проблем никаких. Ролики смотрятся отлично, звук от видео на слух не отстает. Наушники прекрасно подойдут для данного процесса.
Следующее важное изменение — это встроенные датчики автопаузы. Они располагаются на внутренней стороне каждого наушника почти у самого основания звуковода. Работают без сбоев и всегда корректно. Ложные срабатывания в моем экземпляре отсутствуют. Но теперь давай расскажу немного про звук и начну, наверное, с самого главного. Не знаю, что нашло на производителей в последнее время и откуда эта тенденция к занижению максимального уровня громкости по умолчанию, но в данном случае непосредственно Redmi AirDots 2S звучат процентов на 10 тише, нежели обычные AirDots S на максималках. Да, звучат они намного чище, чем модель S, но тем не менее прироста к автономности уменьшения этой громкости не дало. В моем тесте на максималках новинка показала результат в 3 часа и 32 минуты, что в целом я считаю неплохо, учитывая, что теперь расход батареи дополнительно направлен на питание датчиков автопаузы. Передача звука от источника осуществляется по-прежнему от единственного аудиокодека SBC, но на этот раз настройка уже интереснее. В звучании стало слышно больше деталей. И тем не менее, частотная картина здесь в большей степени про универсальность использования под разные жанры, нежели про качественный звук. По предмету частотных характеристик наушники выдают хорошо выраженную басовую линию, но без излишеств. Посередине провалы минимальны, вокалы и инструменты данного регистра хорошо различимы, ну а непосредственно верхушки очень гармонично подчеркивает все происходящее. В целом, сравнивая эти наушники с предыдущей моделью, могу сказать, что над звуком определенно кто-то поработал, и на мой слух получилось у этого кого-то все довольно неплохо. Ну а теперь я предлагаю тебе послушать, как отрабатывают микрофоны в этой модели наушников. Обычно я редко даю оценку перед тестом, но если коротко в 2 словах, то стало значительно лучше, чем было. Проверяем работу микрофонов в наушниках Redmi AirDots 2S. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас буду по традиции открывать окна. Мы будем слушать, как отрабатывают шумодавы. Мне с 2 сторон здесь задувает ветер. И вот так, собственно, можно услышать, если здесь в этих наушниках шумодавы, и как хорошо они работают. Вот как-то так. Ну и по традиции второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю на максимум. Она, собственно, набирает обороты. Уже через 5 секунд где-то примерно у меня будет шума в машине очень-очень много. Уже сейчас происходит, и можно услышать, как отрабатывают шумодавы В наушниках Redmi AirDots 2S вот в таком сценарии использования. Если ты, допустим, будешь зимой обогреваться в машине на полную и захочешь с кем-то поговорить по вот этим вот наушникам. Ну а вот примерно вот так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь разговаривать по наушникам Redmi AirDots 2S, когда будешь идти по улице. Здесь довольно пустынная улица, машины практически не ездят, такой тупичок здесь, но тем не менее, сейчас вот даже ветра нет. Вот таким образом записывают микрофоны с этих наушников, вот как-то так это все работает. Ну и подводя некий итог, думаю, ты уже сам догадался, что наушники мне понравились. Как по мне, вот именно так и должно выглядеть достойное обновление предыдущего поколения. И это я сейчас говорю про обычные Redmi AirDots. Прошлогодняя модель S, можно сказать, проходная, ничего выдающегося там нет, разве что кроме добавленного игрового режима. А вот сегодняшние герои обзора показали себя очень достойно, и учитывая наличие в продаже глобальной версии этих наушников, могу предположить, что в скором времени их можно будет купить во многих магазинах электроники нашей страны. Вполне возможно, когда ты посмотришь этот ролик, они уже вовсю будут продаваться. И вот как мне кажется, с такими характеристиками новая модель станет абсолютным хитом, как и первая версия. Но это лишь мое смелое предположение, ведь на пути ко мне едут еще Redmi AirDots 3, и вот что там с ними, посмотрим уже позже. В любом случае, окончательный выбор остается, как всегда, только за тобой. Я же сегодня выдал всю известную мне информацию о Redmi AirDots 2S. Спасибо тебе за просмотр, отдельно буду благодарен за лайк и комментарий, и увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока-пока.